Какое самое большое вранье российской власти? Про коррупцию? Нет. Про то, что в стране рост производства? Вранье, конечно, но не самое большое. Может быть, о том, что здравоохранение у нас с каждым годом становится лучше. Это тоже очевидная ложь, но с моей точки зрения не самая большая. А самая большая, наглая и возмутительная ложь, которую говорит наша власть, Путин, Медведев, Единая Россия, правительство, это ложь о том, какие в России высокие зарплаты. Вот я смотрю на данные Росстата, и у меня просто глаза на лоб лезут. Я же объехал всю страну, и на каждой встрече я спрашивал, какие, ребята, у вас зарплаты? И мне все называли совсем не те цифры, которые я вижу в этой табличке. Какая средняя зарплата в Омске? Какая средняя зарплата в городе Челябинске, ведущем из городов России? Какая? 15. Сколько? 20, 25, 20, 13. Если верить правительству России, то в начале этого года средняя зарплата в стране была 39 тысяч рублей. А потом она выросла и в марте уже составила 42 тысячи рублей. А сейчас, вы не поверите, средняя зарплата в России якобы составляет 45 840 рублей. И это уже даже не смешно, это реально бесит. Ну как можно так врать? Вы знаете, что у нас в Фонде борьбы с коррупцией есть своя социологическая служба, и это лучшая социологическая служба, вы можете сами проверить. Результаты выборов мэра, выборов в Госдуму, президентские выборы мы предсказали точнее, чем все остальные социологические службы. И мы решили по всем правилам науки провести общероссийский социологический опрос на тему, какая же в России реальная средняя зарплата, чтобы люди сами нам об этом сказали, и мы имели наконец-то какие-то достоверные данные. Рассказываю вам о том, что же мы получили в итоге. Вот вы видите этот график от правительства, и оно уверяет нас, что за последние 3 года зарплаты в России неуклонно повышались. Что же отвечают нам на это люди? 60% считают, что зарплаты не изменились, 26% говорят о понижении, и всего лишь 14% сограждан находятся в той же самой реальности, что и Дмитрий Медведев, там, где всегда растут зарплаты. Ну потом мы, собственно, спрашиваем у людей, а какая сейчас средняя зарплата в стране, как вы думаете? Назовите нам примерное число. Напоминаю, что правительство нам говорит про 45 840 рублей. Как видите, самый популярный ответ от 10 до 15 тысяч рублей. А 3 самых популярных ответа это все равно меньше 25 тысяч рублей. Какое разительное, я бы даже сказал, драматическое различие с данными правительства, с которым, как мы видим, согласно лишь 5% людей. Ну а дальше мы уже совсем задаем такой нескромный вопрос. Скажите, пожалуйста, а какая у вас зарплата? И видим то же самое. Большинство людей говорят о диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей. И никаких 45 тысяч рублей здесь нет и близко. Это очень важно. Я действительно считаю, что вот это самое чудовищное вранье о нашей стране. Вот по какой причине. Вот они же всю экономическую политику, все социальные меры делают, исходя из некого среднего россиянина, получающего 45 тысяч рублей. Это немного, но как-то все равно жить можно. И вот живет в голове у Путина такой классный, бодрый 59-летний россиянин. Он получает 45 тысяч. У него отличное здравоохранение, поэтому он такой здоровенький, полный энергии. Он, конечно же, желает работать и дальше, и не хочет выходить на пенсию. И Путин такой думает, мой россиянин какой хороший. Зарплата у него 45 тысяч. А в 60 лет он выходит на пенсию и получает еще 13 тысяч. Получается 58. Ну вот как-то жирновато. Поэтому мы можем сейчас пенсионный возраст поднять. И 13 тысяч у этого человека забрать. Ну пусть себе и дальше живет на 45. Но в реальной жизни такого россиянина нет.
В реальной жизни существует уже после 50 лет глубоко больной человек, потому что здравоохранение у него было чудовищное, зарплата у него 18 тысяч, а ближе к пенсионному возрасту он весьма вероятно вообще работу потерял и новой не найдет. И только этот человек планировал, что жалкие 13 тысяч рублей пенсии спасут его от нищеты, полной нищеты. Ему говорят: извини, дружок, мы повышаем пенсионный возраст. Подожди, пожалуйста, еще 5 лет. Полностью данные соцопроса можно посмотреть у меня в блоге. Мы провели детальный анализ данных и можем утверждать: по данным социологии, реальная средняя заработная плата в России в районе 15-18 тысяч рублей. И вот что получается. Ведь правительство нам говорит о том, что даже по их нынешним данным, с учетом средней заработной платы в 45 тысяч рублей, все равно у нас 22 миллиона граждан живет за чертой бедности, то есть нищие. А если мы возьмем данные о реальной зарплате, то есть 18 тысяч рублей, то выяснится, что у нас большинство людей живет в нищете. Богатое сырьевое государство, и нефть у нас, и газ, и лес, и золото с алмазами, а люди еле выживают. Вопрос: ну черта нам такое правительство? Верим мы с вами в то, что они способны улучшить ситуацию? Ну нет, конечно. Все, на что они способны, это подделать данные. Что голоса на выборах, что вот среднюю зарплату нарисовать. Давайте так. Контракт. С вами контракт, исходя из вашей личной информации. Если вот ваши данные о зарплатах ваших родителей, родственников ближе к цифрам Путина, то не делаете ничего. А если ближе к нашим цифрам, то вы, во-первых, распространите этот ролик, а во-вторых, 9 сентября приходите в вашем городе на акцию против повышения пенсионного возраста. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.